Столбик с двумя, тремя, четырьмя накидами на схемах и в описаниях обозначаются следующим способом. Для того, чтобы показать, как выполняется столбик с двумя накидами, я выполняю 3 воздушные петли подъема. Для меня этого количества воздушных петель достаточно, чтобы заменить высоту столбика с двумя накидами. Я выполняю 2 накида на крючок, вставляю крючок в первый столбик, вытаскиваю нить. У меня на крючке 4 петли. И теперь по 2 петли я провязываю. Накид, провязали 2 петли, опять накид, провязали 2 петли, накид и провязали оставшиеся 2 петли. Это столбик с двумя накидами. Опять 2 накида, вставляем крючок в петлю, в столбик, вытягиваем нить. У нас 4 петли на крючке и по 2 петли провязываем. Провязали 2, провязали 2 и оставшиеся 2 петли на крючке. 2 накида, вставляем крючок, вытягиваем нить, 4 петли на крючке, по 2 провязываем. 2, 2 и оставшиеся 2 петли на крючке. Столбики с 3-4 накидами и более вяжутся аналогично. Можно провязать хоть 10 накидов, это уже на ваше усмотрение и по вашей схеме. Столбик с 2 накидами, провязываем 2 петли, 2 и оставшиеся 2. Провяжу этот ряд до конца. Вот таким образом выглядит столбик с 2 накидами. Столбики с 3 и 4 накидами вяжутся точно так же. Вот я сейчас вам просто покажу. Выполню 4 воздушные петли подъема. Теперь 3 накида. 1, 2, 3. Вставляем в столбик крючок, вытягиваем нить. У нас 5 петель на крючке. И теперь по 2 мы их также провязываем. 1, 2 петли, 2, 2 петли и 3, 2 петли. И теперь провязываем оставшиеся 2 петли на крючке. 1, 2, 3 накида. Вставляем крючок, вытягиваем нить. У нас 5 петель на крючке и по 2 их провязываем. 2 провязали, 2, 2 и оставшиеся 2 петли. Вот так. И столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Вставляем крючок, вытягиваем нить. У нас 6 петель на крючке и по 2 их провязываем. 1, 2, 3, 4. И оставшиеся 2 петли. То есть вот он уже выше. Все, и аналогично можно провязывать нужное количество накидов, сколько вам угодно. Для сравнения я сейчас провяжу все столбики по одному, начиная с соединительного столбика, чтобы наглядно увидеть разницу в высоте. Вот я провязал просто цепочку из воздушных петель, и теперь сейчас я выполняю самый первый столбик, то есть это соединительный. Пропускаю одну петлю и уже во вторую выполняем соединительный столбик. Вставляем крючок,
у нас 2 петли на крючке, и сразу через все петли провязываем соединительный столбик. Далее в следующий столбик, точнее в следующую петлю выполняем столбик без накида. Вставляем крючок, вытягиваем петлю, у нас 2 петли на крючке, и теперь их все вместе провязываем. Это столбик без накида. Далее у нас идет полустолбик с накидом. Выполняю накид, вставляю крючок, вытягиваю нить, и теперь сразу через все 3 петли протягиваю нить. Полустолбик с накидом. Далее столбик с одним накидом. Накид, в следующую петлю вставляем крючок, 3 петли на крючке, провязываем сначала 2, затем оставшиеся 2. Теперь столбик с 2 накидами. 1, 2. Провязываем. Сначала 2 петли, затем 2, затем оставшиеся 2. Теперь столбик с 3 накидами. И по той же аналогии вставляем крючок, вытягиваем нить и по 2 петли провязываем. Раз, 2, 3, 4 накида. И выполняем столбик с 4 накидами. Также по 2 петли провязываем все петли на крючке. Столбик с 5. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И 7 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня осталась последняя петля. По 2 петли провязываем. И таким образом можно провязать количество накидов, которое вам нужно. И также в столбике, если обратить внимание, можно по столбику определить, сколько в нем накидов, так как здесь видны накиды. Вот смотрите, самый большой столбик, на нем лучше всего видно. Раз, вот она, перемычка, это первый накид. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 накид. Вот они, эти перемычки, они видны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь вот 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Так можно посчитать, какой столбик, сколько в нем накидов. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.